Первым делом мы садимся с вами в лодку. И я прибыл на место назначения, встаем на лифт и поднимаемся наверх. Далее поднимаемся еще выше, чтобы найти лифт. А потом подняться еще выше. Заходим в лифт и начинаем подниматься. Выходя из данного места, понимаем, что у нас улетела ракета. Но ничего, надо подождать, пока она наберет 26 километров, и она заспавнится вновь. Итак, наша ракета вновь заспавнилась. Теперь мы бежим по телетрапу и садимся в это место. И мы можем, конечно, уже начинать взлетать, но надо, я думаю, подождать еще членов экипажа. Один из них уже прибыл и сел в ракету, и я думаю, что мы можем начинать взлет. Итак, у нас начинается отсчет. И да, как говорил Юрий Гагарин, поехали! Итак, ребята, мы уже взлетели и преодолеваем линию Кармана. Итак, мы достигли скорости равной 25 тысячам, а это значит, что мы можем уже телепортироваться на МКС. Или можем стрелять в луну, или возвратиться вновь. Итак, у нас уже пересылка через несколько часов. И вот, дамы и господа, это наша МКС, Международная космическая станция. Итак, у нас здесь очень много комнат. К примеру, мы летим, и тут можно уже стрельнуть на Луну, либо на Марс тем самым. А тут у нас всякая кормовая, и, а можно еще возвратиться на Землю. Но все вот это нас не интересует, мы можем выйти в открытый космос. Для этого надо надеть скафандр и открыть этот люк. Но тут есть одно но. Тут нельзя просто так открыть люк. Тут, во-первых, надо, чтобы давление было, а потом обязательно закрыть люк и разгерметизировать. То есть получается, чтобы убрать давление. Итак, ребята, у нас проходит разгерметизация, и когда у нас будет 0 паскалей, можно открывать этот люк. Давайте я включу заранее фонарь. Мы открываем и выходим в открытый космос. Почему не видно Луны? Во-первых, потому что Земли не видно, потому что ночь. А это значит, что мы можем ремонтировать. Это выглядит потрясающе, и я напомню, это Roblox. Убедившись, что все в норме, я думаю, что можно возвращаться обратно на станцию. Заходим в шлюз и повышаем давление. Надо, чтобы было 100 тысяч гектопаскалей. Итак, мы можем спокойно снять скафандр и открываем люк. И выходим на станцию. Ах да, во время попытки сесть на Луну я, так скажем, задохнулся в космосе. Это как? Получается, я сажусь, и ракета улетает, стыковывается. И получается, мне надо было вернуться, хотя, несмотря на то, что я был без скафандра, я не погиб. Но при попытке попасть в шлюз, я, оказывается, раскололся на части. Ну ладно, неважно, я все равно заспавнился на МКС. После этого столь интересного события у меня получилось наконец-то сесть на шлюз и полететь на Луну. Остыковавшись, мы летим на Луну. Вы что, реально думаете, что мы будем лететь целых 3 дня? Нет. Ладно, суть не в этом. Главное, что мы наконец-то прилетели на лунную станцию и можем попытаться сесть на Луну. Мы с вами отстыковываемся от лунной станции и направляемся лететь в далекие края. Итак, ребята, мы с вами наконец-то уже начинаем приземляться и сейчас сядем на Луну. Дальше у нас получилась интересная драка. Благодаря лунной гравитации, кстати, которая составляет 18% от земной, мы смогли все-таки поставить корабль. Это все не важно по сравнению с вот этим.
Терапевт замечательный Дима Российской Федерации, я направился на побегушке по Луне и нашел лунную базу. Открываем дверь и закрываем за собой, и тут ничего примечательного, надо опять поставить давление, чтобы нормализовалось, и мы смогли открыть дверь туда. Все, мы можем открыть дверь туда, и закрываем за собой, и вот как оно собой представляет. Итак, расскажу вкратце, вот здесь вот эта дверь, через которую не надо входить, и вот здесь огород, получается, мы открываем. Почему? Там надо тут дверь закрыть, получается. Закрываем эту дверь и открываем вот эту. И получается, тут наш огород с картошкой. Мы нажимаем на полить. Можно еще полить грядки. Это прикольно выглядит, несмотря на то, что это Roblox. Еще можно взять пику и поухаживать за растениями. А что, выглядит красиво. Кстати, тут еще есть микроволновая печь. Можно, конечно, погреть еду. Обалдеть. Офигеть, я этого не знал. Погрев еду, я нашел телевизор, где можно посмотреть, как боксируют два человека. Это очень затягивает. Особенно я люблю смотреть на всякие карате. Но я не буду на этом останавливаться. Надо двигаться дальше. Ах да, забыл упомянуть, здесь есть еще такие луноходы, которые можно возить и собирать всякие ресурсы. Например, я сейчас взял какой-то лунный камень, и за него можно получать деньги. Ну что, мы с вами складываем на наши образцы, и за это тоже получим деньги, как я сказал ранее. И, кстати, тут есть повышенная стабилизация, потому что, как я сказал ранее, тут 18% от земной гравитации на Луне. Ну что, давайте начнем поездку. И да, как вы поняли, это была поездка от базы до посадочного модуля. Закидываем ресурсы и полетели. Ну что же, кликаем, и наконец-то мы на лунной станции. А следующее видео выйдет скоро. Мы полетим на Марс, так что подпишись и не пропусти. Пока-пока.